Дорогие друзья, мы начинаем съемку «Приключения и драконы». Добро пожаловать! Ваша группа направляется в Риад. Там совсем скоро пройдет важнейший для вас всех турнир, где каждому из вас дадут шанс показать себя. Силу, интеллект, проворство, ну и, разумеется, мудрость. По лазурному куполу небосвода на полной скорости под обжигающим холодным ветром красный дракон с раздутыми перепончатыми крыльями прямо сейчас летит над золотистой пустыней. Герои, вы находитесь прямо на этом драконе. Представьтесь. И начнем мы с эльфийки. Всем привет. Я, получается, эльфийка, меткая лучница, следопытка. И имя мне Ярадрель. Я направляю свой отряд в Риад на турнир. Курс выстроен вперед. Если нужно будет его поправить, то надо будет почесать чешуйки справа или слева. Дракон всегда реагирует на мои щекотушки. Но если надо, то я еще и метко стреляю. Совсем скоро мы окажемся на самом важном турнире. Нельзя терять ни минуты. Добро пожаловать в игру и метких тебе выстрелов, Ярадрель. А следующим представляет своего персонажа тролль. Я тролль-варвар по имени Славик. Я сильный и мощный, а главное, огромный. А еще кекаю. Мне нравится наш капитан, и я считаю, что это... Ебать, тут 3 точки. Выбери, кто является капитаном вашей команды. Да? Да, все так. Мне нравится наш капитан, и я считаю, что это Ред Буллион. Поэтому буду слушаться его во всем. Нет задачи сильнее моих мускул и дерева, которые я везу для турнира. Добро пожаловать в игру. И зеленой тебе кожи, Ред... Славик. Хотел сказать, что Ред Буллион. А следующим своего персонажа представляет алхимик. Всем привет, ребят. Я человек и алхимик по имени Димитриус. Мне важно добраться до турнира. Денег с победы хватит, чтобы оснастить лучшую лабораторию и забрать эльфийку на долгую жизнь и безбедную. А может быть, и на философский камень хватит. Тролля забрать на опыт и регенерации, чтобы сделать бессмертным меня и всех моих помощников. В общем, планов масса. А дружба с драконом снабдит меня телесными жидкостями дракона на века. Одни плюсы. Добро пожаловать в игру, Димитриус. Мощных тебе зелий. Манипулятор. Ну и последним своего персонажа представляет драконорожденный. Я драконорожденный жрец по имени Ред Буллион. Мои силы черпаются из сил драконов. Мои покровители помогают нам добраться до Риада. В моей власти довести всех в сохранности, а главное, в силах для выступления на турнире. Моя мудрость и разум должны помочь отряду справиться со всеми проблемами. Ведь мой покровитель везет нас прямо сейчас. Жаль, ему нравится, как им управляет эльфийка. Мне завидно. Добро пожаловать в игру, Ред Буллион. И огненного тебе дыхания. О, нет! Но что же происходит? Ярадрель, под твоими руками находится шея дракона. Его голова поворачивается из стороны в сторону, и ты замечаешь, как глаза медленно, но верно закрываются. Он засыпает магическим сном под твоими руками, а крылья схлопываются, и вы штопором несетесь вниз на поверхность золотой пустыни. Вам нужно срочно что-то предпринимать, потому что сначала левое крыло закрывается, правое, а его шея сворачивается в дугу. В скором времени он, как камень, упадет на плотную поверхность пустыни, а хвост перестает рулить направлением полета. Вам нужно распределиться по частям тела и что-нибудь сделать, и как-то приземлить это существо безопасным образом. Иначе вы все разобьетесь и умрете. Что вы делаете? Ребят, позвольте, я сделаю предложение. В первую очередь, мой интеллект не на очень высоком уровне, я недостаточно мудра. Но я прожила уже достаточно долгую жизнь, и терять мне нечего. Поэтому что-то делайте. Ну, учитывая... Ред Буллион, ты же капитан этой команды, дай Нет, всем я не указания. сплю. Как он не спит? Я не дракон. Да? Да, я не дракон. Да? Мы летим на большом драконе. Ты с нами просто, да? А я с вами тусуюсь, да. Так давай сделай что-нибудь. Так, ну что я предлагаю? Из-за того, что у меня есть крылья, я могу забрать кого-то из вас, господа, и попробовать потащить, но игра без шансов, сразу скажу. Но, скорее всего, это будет Димитриус. Так что я забираю тебя, и мы спасаемся. А вы вот думаете, предпринимаете что-то. Вы бросите своих товарищей? Но мы пока летим.
Так что у нас есть план. Вот у меня план Б есть, нужен план А. Ну, смотрите, при посадке у меня в инвентаре есть подушка. Ну, в принципе, нормально. Она поможет. Она большая? Она очень большая. Очень большая? Это то, что нам нужно, мне кажется. Это потому что- Макура? Да, Нет. Кимакура. Хорошо. Будет она. С кем? Со мной? Да, именно так. Все отлично. А на противоположной стороне голая версия? Ну, конечно. Конечно. Хорошо, согласен. Нет, Как же может быть иначе? Ну, нам нужно спасти дракона без шансов. Но Ну, мы не зачем нам улетим. его Мы тогда- спасать? Он мой родственник. Ну, далекий, но да. Аргумент. Ну, ребят, сразу вам скажу. Ну, подождите, у нас тролль сильный, он может хотя бы Да, что-нибудь с да. крыльями сделать. Давайте Не, дадим Агру слово. скорее всего, крылья проще всего, типа, держать. Поэтому мы можем с тобой держать крылья. Тролль управляет его шеей, потому что она, скорее всего, самая сильная. Но и хвост на тебе. Ну, лично я полечу вот сюда, Так, на своих крыльях, так. и буду держать его 2 руками. Просто держать Да. и парить. Ну, держать и лететь, да. И под силой ветра держать его раскрытым. Отлично, хорошо. А ты? С хвостом? Ну, как-то вот так. Я, наверное, управлюсь. Учитывая Но ваши ненадолго. отношения с троллем, скорее всего, ты уже с чем-то таким управлялась. Вполне. Но об этом позже. Хорошо. Тролль? Я думаю, можно попробовать дать ему дубинкой по голове. Вдруг он проснется, и у нас будет шанс полететь. Либо У меня вырубиться есть навсегда. сильная тычка, как минимум. а Можно еще и дубинкой ему сунуть. А если не получится, то если хвост является самой сложной частью, то мне нужно с хвостом еще Шея. Хвост? Шея? Ну да, по как итогу? будто шея самая такая. А, ну тогда я возьму шею на себя в таком случае, потому что сила у меня побольше, то, чем у каждого. Хорошо, договорились. Теперь переходим к броскам кубиков. Возьмите D20 кубики, и те, кто прямо сейчас находится на крыльях, киньте D20 кубик. Драконорожденный, соответственно, тебе необходимо будет кинуть с преимуществом свою силу или ловкость по твоему собственному выбору. Ну что ж, выбираем наибольшее значение. Сколько? 18, пожалуй. 18 плюс параметр твоей силы или ловкости. Ловкости. Плюс 0. А сила у тебя какая? -1. Да, верно, не очень. 18. Теперь ты кидай, ты 20-й кубик. Прибавляй либо силу, либо ловкость. Заебись. Сколько? 3. 3? Да. Отлично, у тебя ничего не получается. Но я Как сейчас я и все опишу. Хорошо. Тот, кто держит хвост, кидай до 20-й кубик. На силу, либо на ловкость. Выбирай. Пожалуйста. 11. Сколько? 11? 11. 11. Плюс ловкость, Плюс скорее ловкость. всего. Плюс 3. Отлично. И это в сумме 14. Ну и остаешься ты, мой замечательный тролль Славик. Необходимо кинуть до 20-й кубик. Слава, прошу. Мы падаем. 3. Плюс твоя сила. 3. Да. В сумме? 6. Отлично. У вас еле-еле на последнем издыхании получается завернуть этого большого дракона в сторону, и он на петле начинает уходить словно штопором вниз на маленькую золотисто-зеленую точку, которая увеличивается с каждым витком, который вы делаете на этом огромном драконе. К сожалению, управлять им практически невозможно. У вас еле-еле удается просто поддерживать одно единственное крыло, которое как парус и сейчас как парашют срабатывает, и вы падаете на землю. Золотистая пыль опускается вниз, а ваш красный дракон, свернувшись, словно маленький котенок на земле, сейчас спит магическим сном. И, к сожалению, эльфийки рядом с вами больше нет. Ее нигде не видно. Герои, что вы будете делать дальше? Лично я умею летать. Да, давай ты То есть полетишь. я могу полететь, поискать ее в округе, но далеко от вас не буду отходить, потому что если мне въебут, я умру. Давай, короче, ты осмотришься, и еще если ты найдешь какой-нибудь, я не знаю, лес, либо какие-нибудь нужные ингредиенты для того, чтобы создать снадобье, чтобы разбудить дракона, ты маякнешь нам. Окей, договор. Я думаю, ты можешь даже взять меня потом, и тем самым мы можем дойти до места, где нам нужно собрать эти ингредиенты. Хорошо. Но мы на самом деле можем вдвоем полететь Давай. сразу. А тролль останется, Славик останется охранять дракона. Да, давай, так и сделаем. Я думаю, у меня немало силы. Я думаю, может, под драконом посмотреть, вдруг там эльфийка будет. Кстати, нормально, ты можешь поднять. Надо поднимать по-любому. Ну, поднимай. Кидай до 20-й кубик для того, чтобы приподнять дракона и посмотреть, где находится эльфийка. Это 1, Один, да. и это критическая неудача. Ты приподнимаешь своего дракона, на котором ты только что летел, и он
заваливается на тебя своей головой, прижимая в песок. Но какая удача! Прижимает не только тебя. Оказывается, эльфийка, падая сейчас с неба, оказалась под лапой дракона. Правда, прижал он ее лицом в песок. И только бедра торчат из-под золотистых кремниевых Нормально. дюн. Братик, я застряла. Теперь нас два. Ну, из хороших новостей мы нашли эльфийку. Да. Что вы делаете дальше? Ну, опять же, план, я думаю, такой же. Нам нужно отправиться с тобой все равно идти за... Какой план, блин? А ваши друзья? Что- Помогите. А как мы тебе поможем? Они сдохнут. Да как-нибудь Что ты помогите. умеешь? Эльфийка продолжает Я не смогу мычать в песке. У эльфийки конвульсии, вон она трясется уже. А я сейчас откинусь вообще. Где эльфийка лежит? Под лапой. Под крылом Эльфийка под дракона. лапой. Надо попробуй поднять. Я? Ну да. 0 шансов. Ну, давай попробую. D20 кубик. Давай попробуем. Но если кто-то тебе поможет в этом каким-то образом, то тогда я могу назначить этот бросок с преимуществом. Я помогу ему. Ну, наставление мне дай. А, давай, я Как по- поднять крыло? За что Пошагово. мне надо схватиться? За начало. Вот сюда? Да. Чтобы был рычаг, Да. верно? Да. Ну, давай попробуем. Шикарно. 2 D20 кубика с преимуществом. 9 и 1. Тогда мы выбираем 9. И сила -1 – 8. К сожалению, у вас еле-еле получается приподнять Найс. крыло, и эльфийка может выползти. Зачем мы ее сейвили? В смысле? Нам надо было тролля. Наконец-то вы спасли ключевого персонажа вашей группы. Вы Песок вообще- так и скрежетит у тебя на зубах. Ребят, а вы не могли побыстрее? В общем, я уже все продумала. Так что давайте принимать решение. Нам Огр нужен? Первый вопрос. Да. Да. Нужен, да? Примешает. Грубая физическая сила, правильно? Значит, отряде он нужен. А где он сейчас, покажите? Он под шеей. А шея? Где шея? Вот. Вот. Так, и надо, получается, нужно его вызволить, да? Из-под этой тяжеленной шеи. Что по зельям? По зельям 0. Пусто, да? Вообще пусто. А, ты говорил, что ты можешь летать. Осмотрись чуть-чуть. То есть смотри, может, есть полезные ингредиентики. Сейчас какой-нибудь зелье с фарганием. Но он сдохнет, пока я Он буду сдохнет. летать. Мы не можем. Ну, посмотрите Мы на можем друге. попробовать втроем поднять. Втроем поднять? Ну да. Да, давайте. Это хоть какой-то шанс. Отлично. Тогда это групповой бросок. Выберите того, кто будет кидать, и дайте ему преимущество. Да бросай ты тогда. Давайте. 2 D20 Надеюсь, кубика. повезет. Короче, бросай ты, но я даю тебе благословение. Что за Прочитай благословение? способность. За ресурс благослови своего друга, и его проверка получит дополнительный кубик. 18, 7 и 10. Это в сумме 25. Боже мой, эльфийка. Вот это да. Похоже, ты самая сильная в этой группе. Отлично. Тебе удается сделать то, что не удалось троллю. Ты поднимаешь огромную драконью красную чешуйчатую голову вверх. Пыль расходится от того, насколько ты сильна, как в аниме. И, тролль, ты наконец-таки освобожден от пут. Тяжелый груз огромной головы уходит в сторону, а эльфийка тебя спасла. Но и это не все. В горячем мареве. Знаете, что такое марево? Марево. Да. Типа туман. Нет, не туман. Это такое легкое расплытие, наверное, или размывание изображения на горизонте или от теплого воздуха. Вы замечаете силуэт человека или нет, не человека. Кто же это? Существа, которое направляется к вам. А в роли существа, которое направляется к вам сегодня, Big Russian Boss. Встречайте! Доброго дня, господа. Ух, ебать, удобные стулья. Ни разу в жизни не играл в настолку на удобном стуле, это круто. Ну что ж, Big Russian Boss, представь своего героя. Я Джин по имени Тоник. На моих руках, это руки, магические кандалы. Я закован в них множество столетий назад. Магические цепи приковали меня к этому оазису. Проклятие заставляет меня искать самых сильных, быстрых и мудрых для прохождения испытаний. Но вы тоже подойдете. За каждое оазис отдаст печать, которую надо разломать, чтобы освободить меня. Я жду момента, чтобы наконец-то освободиться и вознаградить любого, кто поможет мне. И тут, волей судеб, заебись, чтоб прилетели вы. Я, конечно, охуел, что у вас за рулем женщина. Но судя по тому, как у вас складывается пока
командная работа, женщина далеко не последнюю роль играет. Если вы пройдете это испытание, это поможет вам добраться туда, куда вы хотите, и освободиться мне. Поэтому я, наверное, все-таки буду всячески помогать этой команде, чтобы пройти испытание. 10 минут вас заняло пройти по золотистому, горячему песку, обжигающему ноги даже сквозь самую плотную подошву вашего сапога. Вы проходите по краю золотистого и изумрудного оазиса, в котором теплится жизнь, кричат птицы неизвестных экзотических видов, но вы подходите к самому краю скалистого обрыва. Прямо над ним склонилось крупное ветвистое дерево, на котором расположилось еще большее гнездо. В нем прямо сейчас находится странное существо, отдаленно напоминающее петуха. Мощный красный гребень из десятков торчащих рогов, огромный массивный клюв, Я теперь перепончатые тебя понимаю. крылья и длинные когтистые ноги, заканчивающиеся шпорами. Оно лежит в гнезде и обвивает 3 больших голубых яйца. Короче, у нас 3 яйца. И что делать, да? Вы находитесь неподалеку, но деталей разглядеть вы не можете и понять, где находится прямо сейчас одна из печатей. Хорошо, я могу создать, попробовать зелье Так, и сна. зелье сна, Ну хорошо. да, для усыпления. Это зелье будет достаточно крупным, потому что ты, как алхимик, прекрасно знаешь, что для размеров такого Да, всё существа верно. тебе необходимо затратить больше ингредиентов, чем обычно. Прочитай способность. Алхимик, добудьте ингредиенты и используйте ресурс, чтобы создать особенно сложный состав. А что нужно добыть, чтобы усыпить? Но я бы не сказал, что для зелья сна очень сложный состав. Там Ну, я вообще согласен. изи белый гриб и Там элементарно, подорожник, да, и все схема. вообще изи. Я могу слетать за белым грибом вообще на изи. А ты знаешь, как он выглядит? Тебе нужно кинуть либо интеллект, либо мудрость по своему выбору. Если кто-то тебе поможет создавать зелье, то тогда ты сможешь кинуть с Сколько у тебя преимуществом. интеллект? Я не помогу тебе. У меня помочь. 4. У меня Вот. 0. Давай вместе. На 0. Поможешь мне? Расскажи, как ты поможешь алхимику Подожди, создавать а зачем зелье? ты хочешь тратить Ресурсы? два ресурса, если я могу слетать просто за белыми грибами? Они растут А тут он может рядом. так сделать? Слетать за белыми грибами, и я не буду тратить ресурсы. Хорошо, кинь, пожалуйста, ловкость. 11. Плюс твоя ловкость 0. 0. В сумме 11. Драконорожденный исчезает из вашего поля зрения где-то в оазисе. Если вы ничего не делаете, то через некоторое время он возвращается обратно с белым грибом, и вы делаете зелье. Зелье у вас в руках, алхимик, но нужно понять, работает сделать? оно или нет. Кинь, пожалуйста, 2d20 кубика. С преимуществом. Мы выбираем наибольшее из двух результатов. Он же потратил Я один могу ресурс. по одному кидать или сразу? Нет, 2 сразу. Лучше сразу 2. Не, у меня вообще 50. 6 и 2. Давайте суммируем. Господин мастер. 6,2. А твой интеллект? 3. Какое-то зелье получилось. Ну, 9 получилось. Надо проверить. Допустим, в теории я могу проверить зелье? Хорошо, ты можешь проверить зелье на глаз. Потому что ты древнее существо и знаешь магию не понаслышке. Проверь, пожалуйста. Я вот так лизну, и типа, если... Мне ж могут просто по щекам побить, и потом и Ну, мы Огру разбудить. это Ну да, предоставим. конечно. Хорошо. Ты прям при всех это сделаешь? Гуашь. А что это? Ну, спать охота. И грибом пахнет. Кинь, пожалуйста, d20 кубик на интеллект. 1. Ебать, чемпион в здании. Что ж, как только твой язык касается кромки Короче, ребят, дальше сами. воды Прощай, старина. этого зелья, ты засыпаешь. Но вы наблюдаете, как на его синей коже появляются волдыри желтого цвета. Я не знаю, что это, ребята. И он Ты говоришь, засыпает. что ты шаришь в этой теме. Ладно, Походу, на господа. джин он по-другому Ты, работает. походу, братан, что-то перепутал. Ладно, я юзаю божественное исцеление, нам нужен еще этот А чел. нахуя? Он бы не Да нет, умер. Не, ну он нужен нам дальше проходить. Так он проснется. Может, думаешь, попробовать разбудить, кстати, просто. Давай разбудим. Я могу вылечить волдыри. еби ему дубинку. Я понимаю, что до конца. волдыри. Кто и как его пытается разбудить? Давай я дубинкой его ебану. Ты всех так будешь? Ну да. а что? Да. Ну, я предлагаю пощечину, чтобы он просто не Я не бы сдох. тоже пощечину. Давайте Какая попробуем разница? пощечину и посмотрим просто, что Да, будет. дубинка Да, прикольная. давай пощечину. Дубинка не прикольней, пацаны. Я во сне ем Мы пробовал. пощечину хотим дать ему. Кто? Как? Я дам ему. Ну давайте, Олег. Да нет, Покажи, он как ты это пощечину. делаешь. Бля, они выбрали самую сильную, чтобы меня пиздить во сне.
ты Я это твое делаешь? крючево пил, блядь, что ты сварил. Как я его... Пощечину дам? Ну, покажи, да. Ну, это вот в муке ее обвалять и типа с этого вот так вот, типа прям мощно, чтобы челюсть поехала. Хорошо, кидай D20 с преимуществом. Пока у нас 11 и 15. Нормально. 11 и 15. 15 плюс твоя сила. А силу обязательно В сумме прилагать? 18... Что? Прилагать силу обязательно? Да. Конечно. Да, конечно. В сумме Я хочу разбудить. 18. Блин, ну Ну вы В убили глазах Джина. потемнело не от сна. Ты проснулся и ощущаешь острую, жгучую боль на левой щеке. Там же остается большой мучной след, который оставил тебе тролль. А у тебя на руке разбрызгался гной с его щеки. Джин, ты тем временем открываешь свои глаза и можешь рассмотреть тролля, нависшего над тобой своим огромным грузным телом. Он слегка потеет под жарким солнцем. Я смотрю в его глаза и говорю, нихуя себе, блядь, въебал. И проснулся. По щеке Я- что-то течет. Я говорю, ну, похмелье мощное. Я не знаю, усыпит ли это куралиска, но есть шанс, что мы будем пиздиться с сильным куралиском просто в волдырях. Да мы ему дадим. По-90 приподнял свою голову. Куралиск оглядывает свои владения и замечает вас своим желтым глазом. И смотрит почему-то на эльфийку долго и пристально. Полубоком. Нормально. А чуть позже опускает голову обратно вниз в свое гнездо. А ты не хочешь с куралиском покуролесить? покуролесить? Да. Скуролист? А у тебя есть какой-то, Харизма. типа... Харизма? Большая у тебя То есть ты харизма? можешь Да, и наебывать? в целом, если вдруг что-то пойдет не так, я могу замаскироваться и съебаться. А, ну все, иди. Да, иди, базарь, Ярадрель. капитан И сказал. Я- там Ярадрель. все разузнай. Если он агрессивно настроен, Да. ты просто скажи, что тебе Да не я нужны... съебусь, я просто съебусь. Да, тебе не нужны его яйца, ты просто посмотришь в гнезде. А нет, давай лучше сделаем. Он пока с ним попиздит, типа, мы с тобой полетим к яйцам. Господин гейммастер, у меня вот история +2, знания +2. Вот я могу как-то это применить условно? Оценить куралиска? Вообще подумать, а где он Задай по вопрос, своей который ты истории хочешь может ответить. хранить печать? Задай вопрос, на который ты хочешь получить ответ. Где печать, ебаная куралиска? Кидай историю. D20 кубик. А, он сейчас узнает, где это. Не знаю, там один выбор. Ура, не один. 8. В сумме 13. Ты узнаешь, вернее, вспоминаешь небольшую историю, что ловкость заключается в том, что нужно снять эту печать с шеи Куралиска. Печать находится где-то на ней. У него яйцо на Но шее еще есть. поскольку попыток было достаточно много, то амулет, вернее, печать треугольная, опустилась чуть ниже и опустилась к нему практически между ног. Я готова, да, я абсолютно готова. Я хочу пойти на встречу с этим куралиском, гидролиском, короче, как его там, неважно, да, петушара. Как ты идти к нему будешь? Спокойненько, грациозно, виляя попой, Ну, свои как- прекрасные локоны. Мгм. Как курочка, то есть. Ну да, на гриле. Как Вот. цыпа. Господа, я помню, что в обсерватории, когда я учился в университете, я читал про куралисков. Я могу попробовать вспомнить, что их привлекает точно. А- И мы узнаем. А Кидай по делу- D20 Это кубик. хорошее. Интеллект знания. 14. Блин, нормально. И плюс твой интеллект. Плюс 4. 18. Отлично, и это хороший результат. Ты узнаешь о том, что куралисков привлекают несколько вещей. Другой куралиск, которого они воспринимают в качестве своего врага, либо потенциального партнера для размножения. Его привлекают различные мелкие существа меньше, чем он по размеру, потому что ими он может полакомиться. И, разумеется, его порой привлекают деликатесы, от которых он просто дуреет. Белый гриб. От которых он Прикормка, Белый, да? белый гриб, да. Да, Ну но только я не помню. в жидком виде, а в обычном. Хорошо, ну я погнал. Слетаю за белым грибом, в В ночь? принципе. Да. И дам его тебе, и ты пойдешь там. И это я, как раз будет мой дождь некий шел. такой жест. Ну я погнал. За белым грибом. Кидай на мудрость. D20 Ну ладно, кубик. нам нужно еще Внимание. Ну это вообще изи. Чтобы приготовить деликатес. 21. Тебе удается на окраине оазиса довольно быстро найти белый гриб и вернуться обратно. В своих чешуйчатых руках передать его эльфийке. Ну что ж, господа, я отправляюсь Наеби на его. свидание с гидролиском. Все, я, значит, получается, иду. Все, ребят, спасибо вам, пожелать удачи. Мгм, давай. Вернись. Я прохожу, значит, такая под деревом, замечаю немножко его такой неловкий взгляд. Меня тоже, конечно же, немножечко стреляет глазками. Мы обменялись уже взглядами, он меня заметил. Дальше я делаю такой ход, что типа, вот так, назад, и он такой, о, да, сразу понимает, что
Нельзя упускать такой момент. Хорошо, кинь харизмы. Посмотрим, насколько сильно его привлечет твои бедра. Он тебя смотрит как еда вообще. Ну, это не привлекает. Вообще у меня есть подозрение, что он не И сколько хочет там? тебя... Он не хочет Там, тебя. по-моему, Значит, грибы. 17 или что такое. Да, у меня же еще грибочек такой, запашочек. 17? Ну, там 18. Ваш любимый размер, господин гейммастер. Плюс твоя харизма. плюс 3. 3, в сумме 21. И получается, что ты, подойдя к дереву, привлекаешь его внимание. Длинная шея вытягивается вверх и заканчивается шипастым лицом с клювом. Желтый глаз открывается и смотрит пристально на тебя. Замечает белый гриб. Раскрываются крылья, пару взмахов, летят ветки в разные стороны, брызгами и фонтаном щепой отдают тебя, и Куралиск приземляется прямо перед тобой, поворачивая свою голову на бок. И он продолжает пристально смотреть на тебя, поглядывая на белый гриб. Ему очень хочется им полакомиться. Получается, я решаюсь угостить его этим белым грибом. Как ты это делаешь? Ну, вот так вот подношу свою ручку, аккуратно, нежно. Надеюсь, что он ее не сожрет. Он делает удар своим клювом, но ты уводишь в сторону руку, иначе бы он бы ее сломал тебе. И бьет о землю рядом с твоими ногами. Так. Камень раздается искрами, маленькие осколки камней обдают твои ноги. Он поднимает снова свою голову, а клюву словно бы не было никакого ущерба от такого мощного удара. Ты замечаешь, что у самого основания, там, где находились его крылья, расположился тот самый треугольный амулет, который и нужно схватить. Он ударился сначала о левую ляжку, потом о правую и повис, слегка поигрывая на солнце своими гранями. Он снова пытается ударить, гриб летит вниз, и только с третьего раза, с третьего удара ему удается сгрести его с каменной плиты, на которой вы стоите. А что делаете вы все остальные, пока эльфийка отвлекает Куралиск? Это моя группа. Я дев. лично налил водки себе нормально мне. Я волдыри хлопаю. Вы Я все просто пьете? грибы собираю белые, типа, на всякий случай. грибник появился. В этот момент я вижу, как болтается тот самый Где амулет. писька? Да. Ну, где-то там, да, вот. Тебе главное не Вот так вот. промахнуться. Вот где-то вот так. Ну, сейчас мы проверим. Не промахнись. Вот. Что ты И делаешь? я, собственно, решаюсь, благодаря своей ловкости, какой-то сноровке, хитрости, ну, как это вот сесть смекалочкой, Так. как-то вас выхватить вот так и, забрать амулет. Выхватить и забрать амулет? Да, И все. да. D20 кубик. Блядь, Это конечно. самое страшное и опасное действие, которое ты можешь совершить. И Короче, Трёшь. пиздиться будем. 3 Возрадуйся. плюс, Так, секунду. 3 плюс твоя Плюс. ловкость. Плюс ловкость 3, плюс еще, акробатику можно сюда же? Нет, конечно, ты не говорила, что делаешь это акробатическим этюдом. Господин гейммастер, Я делал это очень Она элегантным сказала, выпадом. колесом она туда отправляет. Колесо делаешь, что ли? Конечно. А эльфы, когда воруют, они колесом обычно. Да, да. это правда. И Нет, я делал это очень элегантно. элегантным выпадом, вот так. Но даже этого будет нас эльфийка, недостаточно, братан. чтобы Блядь, схватить это Эдди, амулет. который танцует К сожалению, у тебя не получается. Да, пизда, ребята. Ты пытаешься схватиться за треугольное основание золотистого амулета, расположившегося у него на основании шеи, но, к сожалению, шея? не удается. Что? В смысле шеи? Хуй. Пенис. Поэтому твоя рука хватается за что-то липкое, грязное и продолговатое. Я бы за это отдал эту печать. Я когда, да. Но, эльфийка, дорогая моя, давайте я позову нашу ассистессу. Она даст тебе сейчас специальный камушек А как я его получил-то? за то, что ты сделала. Их можно использовать для того, чтобы вы могли перебросить кубики или использовать их в качестве ресурса. Спасибо. То есть это может вся команда использовать? Брюлики. Если вы договоритесь, да. Господин гейммастер, будет ли это с преимуществом, если Куралиск расслабился во время массажа, так скажем, Так. и ребята, если, будучи невидимыми, снимут тихонько медальон? Тогда, получается, вы кидаете дымовуху, правильно? Да. Кто и как и куда? Покажите на карте. Если Куралиск вместе с эльфийкой находятся между двух кустов, неподалеку друг от друга. Он не может нас заметить, потому что у него глаза закрыты, потому что он кайфует. От массажа. Ну, давайте кинем, посмотрим. Мы бросаем сразу дым, и вместе, пока летит этот дым, мы летим с моим капитаном Ред Булион Ред Булионом? в эту область, где дым. И в этот момент, пока дым взрывается, мы воруем амулет.
Хорошо. А яйца? Дым вспыхнул Нам яйца не надо. и повалил из склянки, которую вы бросили под ноги к Куралиску. Куралиск не обращает на вас внимания, а эльфийка всеми силами помогает вам сделать так, чтобы существо не обратило на вас внимания. Что делает тролль? А я что тут делаю? Пока непонятно. Готовишь сейчас напитка пизды давай. Я могу сходить за яйцами, пока вы там занимаетесь своей фигней. Хорошо, Кстати, иди да. за яйцами. Тебе ничего не нужно кидать, потому что у тебя и так достаточно много силы. Ты очень хорошо карабкаешься. У меня 3 силы. Да, все А верно. уверен Это ли? А много. я хочу 2 яйца с собой взять. Два яйца? Да, но они же большие там, но я, по идее, сильный, я могу 2 яйца с собой унести. Дым Он прикрывает же тебя, и загорится. Куралиск не видит, как ты поднимаешься в его гнездо. Правда, есть одна небольшая проблема. Какая? Ветки дерева трещат у тебя под ногами. Блядь. Огромный вес не дает тебе возможности забраться до конца. Кинь, пожалуйста, внимание по мудрости. Заебись, 15. Плюс твоя мудрость 1. в сумме 14. Отлично. Что? 15 плюс 1, Ой, 16, простите. Мне почему послышалось 14. минус 3 математика. У тебя получается заметить, что среди яиц есть какое-то одно странное. Судя по всему, одно из них болеет. Я беру одно здоровое, одно больное. Одно здоровое, а другое больное. Да. Хорошо, договорились. На больном виднеются какие-то странные, непонятные для тебя рисунки, похожие на вены. А, я не буду его брать, это пиздец вообще. Но ты уже взял их. А, окей. А как я с этими 2 яйцами спускаться хочу с дерева? Не знаю. А, все, разберемся. А тем временем в дыму, пожалуйста, кто из вас рискнет подойти к Куралиску и снимет амулет? Существа. Я попробую подойти, алхимик попробует подойти и взять, получается, треугольник, да? Ты Ладно. подходишь к Куралиску и пытаешься снять амулет. Кинь, пожалуйста, D20 кубик на ловкость. Я применяю благословение на этот бросок, пожалуй. Он слишком важен. Да, да. Как ты благословишь его? В ближайшие 5 минут это будет самая важная схватка в твоей жизни. И от этого зависит вся наша судьба, схватишь ты моя. этот амулет или нет. Так это ты жути нагоняешь. Спасибо, я съебался. Бля, если ты накосячишь, нам пизда пол вырежут всех, нашу семью нашу вырежут. Поэтому на тебя вся наша надежда. Либо ты это делаешь, либо мы прогораем. Благословляю тебя во имя драконьей обсерватории. Вот, заебись. Отлично, D20 кубик плюс. Ёб твою мать, блядь. нормально. Сколько? 9. А, Плюс нормально. кубик. 7. 7 плюс 9, 16. Окей, И плюс- твоя ловкость? 1. 17 в сумме. Ну, это точно. Нормально. Фух. Ну что ж, Сейчас наебем. дорогой мой друг, Куралиск готов отвлечься в любую секунду. Твои пальцы проникают под костяные наросты существа. Расстегивает замочек, и амулет оказывается в твоих руках. Поздравляю! Заебись. Ну что ж, испытание ловкости пройдено. Если пройдено, надо яйца забрать. Сейчас это дойдет. Ну что ж, яйца забрать. Да, я хочу, чтобы наш Ты дракон- думаешь, это испытание ловкости? Это доблести. Возможно. Доблесть это вылечить этого. А можно ли дать короче, еще один камушек игроку за тролля? А что, а яйца-то можно забрать? Это- Славик, получи, пожалуйста, А камень. дракон может за яйцами, если одно яйцо забрать, летать? Смотри, дракон сделать сейчас подчистую хочет просто. забрать алхимика, либо эльфийку. Кто ему дороже? Кто, я эльфийку забираю одного из? Ну, вроде бы когда вы договаривались. Эльфийку забирать не надо, она вон видишь, сейчас Я пойдет. сама съебусь. Да. Ну да, Хорошо. я забираю алхимика. С кем Договорились, пришел, а с тем и ты? ухожу. Эй, так мне ж пиздец будет сейчас, да? Тролль Славик, ты с 2 яйцами оказываешься на нагнувшемся над пропастью дереве, которое щелкает предательски у тебя под ногами. Да, хорошо. Короче, давай ты будешь лететь, подкинешь мне подушку, я на подушку 3 яйца скину все. И вы их заберете с собой. Вот, а потом я с дерева прыгну. Если я получу дамаг, то меня наш джин вылечит, а если не получу, то уйду. Секунду, мне чтобы понять. Димитриус подкидывает подушку, Да. ты на эту подушку подкидываешь яйца, Скидывай. 3 яйца по очереди. Скидывает, и получается если вот так. подушка летит в пропасть. Какую пропасть? Не, он кидает подушку на землю, А я... на землю. скидывает Да, подушку. под дерево, под гнездо. И я на эту подушку кидаю яйца по очереди. Они там одно скатилось, второе поехало. Но это чуть-чуть ближе к И они доблести, чем яйца, предыдущий получается, вариант. все 3, потом катятся, вот укатываются нахуй туда, куда мы летим. Круто, Димитриус, делаешь ли ты так? Да, сделаю все Скажите, а кто их потом заберет? Покажите точку на карте, куда вы кидаете подушку. А я могу помочь забрать яйца? Вон туда. Да, можешь, конечно.
Да. Яйца можешь помочь забрать. Я помогаю тогда яйца Вот вывозить. сюда. Да, ну куда-нибудь. Вот сюда, да? Да, давай. Хорошо договорились, но тебе нужно будет кидать каждое яйцо По одному, да. в подушку. Да. Нужно будет попасть. Я еще параллельно их ловлю. А, ты ловишь? Я стою рядом с подушкой и на всякий случай, если что, ловлю. Хорошо, тогда Да. тебе можно будет кидать на каждое яйцо с преимуществом. Потому Что, что я тебе кидаю помогает... яйца сейчас? Давай. Ребята, вы вылетаете прямо сейчас из смоука, вы взлетаете вместе с драконорожденным в воздух и оказываетесь за пределами видимости Куралиска, оставляя там одну единственную эльфийку. А вы тем временем Ну что, я кидаете кидаю- яйца. Кидаю первое яйцо. Первое яйцо пошло. 12-12. Это дубль, это 24, значит. И твоя сила. Вот я придумал. 30. 15 в сумме. Отлично, у тебя удается. А я кидал сейчас здоровое яйцо. Вот вопрос. Здоровое яйцо. Да. Следующее какое? Венозное. Плохой. Венозное, плохое. Хорошо, поехали. А я тоже с преимуществом все кидаю? Да, всё так с я же не могу преимуществом. проебать тут. Можешь. Не. Поверь мне. Не. Смотри, прямо сейчас будет. Это как старый этот тетрис, блядь. Ну погоди, ловим яйца. 8-11. 8 и 11? Плюс сила 3. 14. Ну ладно, получается. 14 это успех. Отлично. Джин помогает тебе. Итак, третье яйцо. Оно здоровое на этот раз. 5-13. Победа. 5-13, отлично. Ну смотри, у тебя все получилось. Поздравляю, герои. Все 3 яйца теперь находятся у Джина. Ты их удерживаешь в руках. Я жонглирую, получается. Я с дерева спрыгиваю, вроде нормально все, да? Да, но только Куралиск обратит на тебя внимание, как только ты окажешься на земле. Без проблем. Хорошо. Куралиск желтыми глазами смотрит прямо на тебя, Славик. «По-по-по», — говорит он. Ага. Словно бы испугавшись самого ужасного, чего бы он не хотел, чтобы случилось с его яйцами. Ну-ка. Делает пару шагов ближе к тебе, Так, у меня яиц нет. Ничего не По-по-по. хочет. Так. говорит он. Давайте разыграем так. Это реально тоже 100% это яйцо, оно зараженное. Мое зелье, скорее всего, его улучшит. Просто у меня вопрос в том, как мне влить в яйцо это зелье, потому что там, очевидно, дракончик маленький или кто там, я не знаю, по 90 маленькое, я не знаю. Он увидит, что мы его вылечили, и тем самым он нас не тронет, и все, и мы тем самым все. Мне кажется, он уже охуеет, если увидит, что мы у него яйца. Да, у него Да, но он не везде знает, почему-то почему нет мы их яиц. украли. Так это животное тупое, он нам по-любому пизды даст. Нет, он увидит, Согласен. что мы его ребенка вылечили. Если он быканет, мы все задания уже прошли. Если на нас быканет, он носит Огр, он его ваншотнет. Да, давай. Ну Но да. мы засейвим все яйца, и мы сможем уйти. Я да. не думаю, что он умрет. Этот Я могу чел от убить. Огра. Не надо убивать. Не, у меня симба просто. Мы тогда не получим точную печать. Надо его просто оглушить. Его оглушить. Оглушить сможешь? Нет, ты можешь просто его задержать даже. Ну тут есть имба, в любом случае, это самая имба. Прямо сейчас он поднимается в гнездо, А когда он поднимется, будет вообще пиздец? рассмотрел, по-любому. что в нем нет яиц. Громогласный боевой клич Куралиска проносится по всему оазису. Не, нам пиздец Он надо. кричит во все горло. Даже у вас, несмотря на дальность, расстояние режет в ушах. Очень уж высокие ноты он взял. Я И говорю, он «По-по-по». летит по следу за вами. Я, получается, привлекаю на себя внимание. Ты привлекаешь внимание? Вы не Да. убегаете так далеко, Я говорю, чтобы... по-по-по, смотри, вот яйца. Я ему объясняю, что вот смотри, есть бутылка, вот больное, бутылкой полью, и оно будет здоровое. Прям как тупому ему объясняю. О, кидай, пожалуйста, приручение животных по харизме. Я смотрел этот мультик, он в конце викингов спасет. 20-й? Да, Д-20 кубик. Нам пизда. И это критическая неудача! Тогда это существо прыгает прямо рядом с тобой, ты пытаешься объяснить ему хоть что-нибудь, но он делает... Я бутылку, достаю крышку и поливаю на яйцо больное. Типа бензином, блядь, А в этот момент Куралиск атакует тебя своим огромным мощным клювом. Я ебашу коктейль Молотова из его же яйца. И у него 18. Попал ли он? Не, Да ну как он не попал? ну Я же вижу, что он... попал. У меня вот столько брони, господин гейммастер. 14. Ну что ж, ты получаешь 10 урона. Пизда. Мощный, похуй. тяжелый клюв ложится тебе прямо на ключицу. Он пытается разорвать мясо на твоем плече. Жидкость падает на яйцо, и оно приобретает нормальный цвет. Вау. Есть только лишь одна проблема. Теперь нужно обратить внимание Куралиска на это. Есть идея. Значит, я забираю камушек, который Так. просто валяется около меня где-то. Так. Пытаюсь его немножечко, такой, более-менее похожий на белый гриб. Применяю всю свою харизму, чары какие-то такие, некий обман. Опять же, где-то ввиду своих
ловкости и акробатических умений. Перепрыгиваю вот этот вот, ну, с возвышенности на, что там, низменность, или как Так. там говорится. Вот. Это географическое шоу. Подбегаю, получается, ну, вот к этим яйцам, к всей этой ситуации, вижу Джина Пи. И, получается, вот этим камушком я пытаюсь обратить внимание на яйца, которые 3 и здоровые. Тони Купис, да. То есть, 3 как бы, и ну, здоровых? вот так вот как-то опять подманиваю, вот так вот пытаюсь, ну, как-то приманить, чуть-чуть обмануть, обхитрить. Хорошо, сделай, пожалуйста, проверку с преимуществом по уходу за животными, по харизме. Кокетничество с животными. Надо И еще второй. проверить. И второй. Отлично, тебе удается привлечь внимание P90 к себе. Который раз. Ну что ж, это существо прямо сейчас подходит на своих длинных ногах со шпорами, разглядывает яйцо, и осознание невооруженным взглядом читается у него на клюве. P90 хватается своим огромным клювом за здоровое яйцо, И ест. И ест, да. кладет его к себе в клюв и смотрит на вас. Кланяется перед вами, Охуеть. опуская свою голову. Поздравляю героя, прямо из воздуха перед вами появляется вторая печать доблести. Вы выиграли второй ключ. Теперь можешь пиздить. Я же говорил, можно надо было Го яйца убьем его пи- теперь, яйца- съедим. яйца пиздить надо было сразу. Я А, предлагаю все, уйти. надо принять решение, что мы делаем. Либо мы можем его еще отпиздить по кайфу. Не, Пиздить яйца, давайте или просто уйти. дальше. Ну, короче, у нас что, 2 печати есть? Да. Давайте 2 яйца с собой заберем, пойдем. Давай следующее решение будет силовым. Если захочешь кому-нибудь дать пизды, мы прям идем и даем пизды. Окей. Окей, всё, давайте давай. попробуем одно взять и посмотрим на реакцию. Ну, давайте берем одно яйцо и идем. Пускай мистер Димитрикус отколет скорлупу на свои ингредиенты. Немножко скорлупы. И мы съебем. Но мы не будем воровать яйцо. Тоже опасно, он же Не, всё подбросит он что-то. аккуратно так, просто маленьким этим... Склепик. Да, маленьким таким чик-чик. Такой надрезик, да, такой Да, малюсенький, да. Я миллион раз это делал, мне получится легко. У тебя появляется белый порошок, который ты можешь вписать себе в инвентарь. Мы, получается, уходим, говорим спасибо, братанчик, и сваливаем. Раз вы возвращаетесь обратно в оазис, где сладостный, благоуханный, слегка тепловатый воздух обдувает вас, а не обжигающий горячий, как и везде, вы ощущаете себя в безопасности и можете даже немножечко отдохнуть. Пройдя сквозь крупный оазис, вы бредете по нескольким тропам. Они здесь существуют, несмотря на то, что у джина в принципе нет ног. А как я передвигаюсь? Типа бутылка просто за мной волочается? Ты просто летаешь вот так. И вот вы оказываетесь на окраине с другой стороны этого замечательного изумрудного оазиса. С 2 А. Извиняюсь. Оазиса. В центре небольшой ложбины расположился постамент, явно рукотворный. В него воткнули меч. Крупный и достаточно большой. Здесь он нарисован значительно больше, но представьте себе, что он для человеческих размеров. Вот и вся картина. Круто. А ветер прогуливается, перенося очередную пыль сверху. Я говорю, это Информативно. меч. 100%. Это испытание на что? На харизму и На что-то харизму. еще скрытое. И что-то еще. Если не Хорошо, ошибаюсь. понял. Давайте мы оглядываемся и пытаемся оценить. 2 больших колонны уходят куда-то наверх и, судя по всему, заканчиваются разломами и трещинами. Ну, то есть Они они, же спускаются обрушенные такие, да? Да, колонны? конечно. Похоже на Руины, руины. понятное дело. Скорее всего, когда-то очень давно здесь либо была сверху арка, может быть, это было начало какого-то неизвестного вам храма. Либо бордельчик какой-то. Так, ладно, поговорить с ним можно? С кем? С мечом. Наверное, тебе нужно... Делай это. Окей, я подхожу к мечу и говорю привет. Вот, тебе нужно, Меч наверное, ничего не сначала отвечает, лишь только горячий ветер обдувает твои волосы. Мгм. А меч со всех сторон выглядит одинаково? Ну, как обычный меч. Этот меч Он не с собой сделан в из комнате. серебра, кстати говоря, на всякий случай. Что-что? Он не сделан из серебра. А из чего? А из чего? Обычное железо. Я пытаюсь понять, что делать с мечом. Кидай историю по интеллекту. 19. Твои знания подсказывают тебе, что когда-то очень давно падишахи использовали такие искривленные мечи ятаганы специально для того, чтобы проводить турниры друг с другом. Соревнования, бой на мечах. Он хоть и настоящий, но его можно использовать для противостояния друг другу с другим именитым падишахом. Давайте я попробую. У меня есть умение раскалить металл. За ресурс раскаливает добело металлический предмет на противнике. Я тебе намекну, что ты не имеешь права помогать. Давайте я не буду тогда использовать раскаление металла. А почему не имеет права? Короче, у меня логика была такая, что металл расширится,
треснет земля, и его можно будет достать. Это отличная была бы помощь. Да, я это вслух произношу. Не, мы можем прикоснуться, да? Вы правильно? можете потрогать меч, бля? Я не хочу Ну вот доставать. кто? Мы ты можем можешь. потрогать меч? Ты- Мы же Я можем уже это деле делать. пробовал. А? Кто это делает? Стоп, подождите, Капитан, подождите. у него Подождите, у меня перчатки. еще есть гем, который видит невидимое. Вот, может, его тоже можно применить? Давай. Что-то тут осмотреть Давай. хотя бы? Ты смотришь через гем? Да. А куда? Покажи пальцем на карте. Везде вот так вот осматриваюсь, вот так. Тогда прямо Да, перед твоим нет. взором возникает призрачная арена. Сотни людей собрались здесь, чтобы посмотреть на вас. Все они находятся в потустороннем пространстве. Они чего-то ждут. Многие из них тыркают на вас пальцами, кто-то смеется, кто-то, наоборот, радуется, кто-то кричит на вас нелицеприятные слова, судя по всему, с ужасным, На жестоким, призрачном яростным своем там, да. выражением лица. Мы Они отвечаем, незримы. твоя мама. Так, короче, этот меч изи достать просто пиздец придется. Да, мне тоже так сразу подумал. Ну что, я могу взять меч? А атака, какая у тебя атака? У меня атака плюс 4. У меня тоже плюс У 4. меня плюс 3. А урон сколько у тебя? 4. У меня 12. 12 урона у тебя с дубиной. С этим мечом будет либо D8, либо D10 у каждого из вас. Да хуя будет урона, Ну, короче. то есть одинаково всегда будет. Не, нормально. А давайте я попробую его достать. Его, да. Да, доставай сначала. Я хочу попробовать достать меч. Руками ты обхватываешь длинный меч. Он отдается холодом в твоей ладони, но достаточно легко выходит из камня. Ты его достаешь, и он светится в твоих руках, пульсирует под такт твоего собственного сердца. Это точно меч? Да, точно меч. Окей. Неподалеку от тебя появляется седовласый мужчина с маленькой бородкой и усиками. Он полупрозрачный и словно бы из марева. Чем-то похож на хвост Джина. Марево, это типа туман? Недолго думая, он смотрит на тебя, тролль, и говорит: «Ты достал меч? Ну, наконец-то! Еще один претендент. Последний был очень давно. Да. Хочешь ли ты вообще в принципе сражаться? Да. А если умрешь, твои товарищи поднимут меч, чтобы продолжить бой со мной? Нет. Жаль. Мне бы очень хотелось. Так я сейчас под бафами буду пиздец просто. Ты говоришь это вслух при нем? Да. Я говорю, он бухой, он чай всех разъебет. Жаль, они не помогут тебе. В смысле? Я бессмертен. Пизда. Давайте я узнаю, точно ли он бессмертен. О, давайте Хорошо, я за ресурс врет ли узнаю. они, ты узнаешь. Подождите, у меня еще есть за ресурс узнать непристойный секрет оппонента. О, давай, делай. Тогда ты узнаешь его секрет. Но ты понимаешь, что его было сложно выудить без камня. По его поведению ты понимаешь, что он рассказывает свои секреты кому-то из потустороннего пространства. Правда, ты не можешь разглядеть кому. Без камня, который находится в руках у эльфийки. Я в этот момент как раз смотрю, что он говорит. Он перешептывается с девушкой неподалеку от него. Судя по всему, он рассказывает о своей боли, печали и нежелании жить. Мы все поможем. Но, к сожалению, он бессмертен, и поэтому он ничего с этим сделать не может. А он хочет со мной драться? Троллей у меня еще не было. Он не хочет с тобой драться, он скорее хочет умереть. Ты всю игру хотел попиздиться? Сейчас можно бесконечно пиздиться. Полупрозрачный мужчина стоит прямо перед тобой и ожидает удара. Он понимает, что не начнет бой с тобой до тех пор, пока ты не будешь готов или не дашь ему понять о том, что собираешься биться. Почему ты хочешь умереть? А разве не очевидно? Вся моя империя погибла и уничтожена от рук темного злого мага. Посмотри вокруг, мне нечем править. А люди здесь удерживаются проклятием вместе со мной. Они все тоже хотят вернуться обратно. Нас ждет загробная жизнь. Но только сильный может победить меня. И, к сожалению, я в себе содержу печать, которую ты должен будешь забрать, как только я умру. И пешка какая-то печать. Самозанятый. Надо его замочить один разок и попытаться забрать печать. Я стараюсь запоминать имена всех, кого убил. Я Славик. Славик? Да. Какое славное имя. Да. Ты прикинь, тебе придется перечислять имена какой-нибудь. Святослав, броненосец и в конце Славик. Тебе самому не стрёмно? Дорогой мой друг Славик, Это я. твоя зеленая кожа для меня в новинку. Я не знаю, на что способна твоя раса, но сюда приходили самые разнообразные войны. Никому из них не удалось меня убить и упокоить до самого конца. А как ты умирал? Я не умирал. Ты же говоришь, что ты умирал, умираешь, Ну, а он потом... возрождался А сразу. потом возрождаешься. Мои Получается, глаза словно бы пиздобол. закрываются от нанесенных ран, а потом я снова встаю, обновленный, Может, его маны и лишить? продолжаю Я биться. тоже об этом А если тебе голову отрезать?
Ты можешь попробовать в бою и узнать, что будет. А мы можем попробовать без боя? Ты просто постоишь, я тебя освобожу от мучений. Но тогда это не будет турниром, а проклятие велит смерти в бою. А, ну да, кстати, реально. Да что, го забафаем просто его полностью? Что, забафаем? Огненный щит, дадим ему чемпионский Не, перстень. а что, вот как ты думаешь, обилка-то может сработать? Че, какая? Ну, у тебя Ах да, друг мой Славик, Нет. я должен тебя предупредить об одной оказии, которая, мне кажется, важным знать. Если ты упадешь и умрешь от моих рук, то ты присоединишься к моему царству. Ну, это дефолт. Ничего страшного вроде. Да ничего страшного. Тебе не страшно от того, что ты будешь постоянно жить вечную жизнь и смотреть на цирк, который происходит здесь, на арене? Да, вообще нормально. В целом, это... Умереть в бою, это ништяк. Короче, я тебе даю, применяю из инвентаря чемпионский перстень на +1 руну. Прочитай способность. Броском D20 позволяет вытащить из себя одну из 7 рун, которые усилят следующий ход. Так, хорошо. 11 мне выпало. У тебя появляется руна мудрости. Руна мудрости, все. И чё? Ну, я применяю на тебя руну мудрости. Охуя она мне. Ну что, мудрость его повышает? Еще я благословляю его проведением. Одна его атака за игру автоматически получает критический успех. Опа, это W. Правильно я понимаю, что она за ресурс? Один Нет, раз она за игру. один раз за игру, У да. тебя один раз за игру есть критическое попадание. Да. Да, И руна мудрости, которую ты не знаешь, как работает. да. Мы готовы. Не-не, мы не готовы. Яра Дрель, у тебя есть что-нибудь бафнуть? Да ни мне? черта у меня нет, я бы уже давно тебе Хорошо. бафнула. Я даю огненный щит. Когда его будут атаковать, этот чел получит урон огнем. Часть урона будет У тебя возвращаться. есть чем меня бафнуть? Да, я использую вот этот зелье харизмы. Тогда у вас есть руна мудрости, одна критическая атака. У вас есть огненный щит или нет пока? Есть, конечно. Огненный щит, Зелье харизмы. зелье харизмы. Судя по смеху, ему этим не увидеть. Очень мудрый и крутой чувак. Нормально, нормально. А благословение? Такой, типа, Благословение плюс тоже лайф, чел. Да, есть. Его нету было. Не Ничего было. страшного. А он что делает? Ты же У можешь меня есть благословить. благословение. Благослови мне его разъебать. Я благословляю тебя на то, чтобы ты покончил его страдания. А я на тебя кастую жесткий кек, и у тебя прическа говно. Но это не жесткий кик, это просто какое-то оскорбление. Да не, нормально. Ну, а теперь это кек. Но они смеются, видимо, да, это кек. Ну все, давай. Мне необходимо сделать спас-бросок. Прочитай способность. Если ты бросаешь жестокую шутку о своем противнике, то ты можешь заставить его скривиться от кринжа. Нанеси 1d4 урона, и следующая атака оппонента с помехой за ресурс. И чё он встал? 1d4 урона. Все, да, тогда получается у него только 1 урона. Отличное начало! Кайф! Это урон только с жесткого кека. Да, это урон. Я же тебя тоже- сейчас мечом еще буду бить. Хорошо, бей, бей мечом. Я бью тебя мечом. Бей. D20 кубик. И D8. Если ты будешь использовать благословение. Я использую благословение. А d8 это Хорошо, давай. Ёб твою мать, бля. Сколько? 4. И D8. d8. 7. 4 плюс 7 в сумме 11. И плюс твоя атака. 4. 4. 15. Ну что ж, дорогой мой друг. Меч, которым ты дерешься, называется полуторник по-русски. Или broadsword на английском. Ты мне скажи, пожалуйста, 2 руками ты дерешься или одной? Скажи, полуторами. Полуторно. Полуторно? Не, короче, когда 2 руками урон увеличивается. Ну, бля, Скорее всего. бродсворд, он У нас же желательно просто- маленький, 10 урона дает. Ну да. Но на Что это, картинке подожди? он выглядит большим. 2. 2. Ну, это будет Тогда двух- D10 двух урона. лучше, Это что такое? 80. 80. Или 0,80. 80. Ну, значит, 8 урона. Ага. Ты наносишь своему противнику плюс твоя сила 3. 3. В сумме 11. Угу. Ну что ж, ты замечаешь очень странную особенность. Лезвие клинка свистит в руке. Ты 2 руками держишься за эту зубочистку, которая намного меньше тебя по размеру. Ты, будучи троллем, привык драться действительно огромными видами оружия. Дубинкой. Например, дерево, Да. как твоя дубинка.
А сейчас тебе приходится этим маленьким устройством, которое было создано людьми, пытаться умертвить такое же существо. Ага. Ты готов был снести этого человека на месте, но лезвие проходит сквозь него, оставляя легкий порез. 11 урона ты нанес. А он тем временем стоит и наблюдает за твоей атакой. Словно бы даже не защищался все это Понятно. время. Ну что ж, а теперь его ход. Надо Короче, надо накопить силу меча. Кинь, пожалуйста, всего. мудрость, проницательность, если она у тебя есть. 5. Пизда. 5? Да? Странно. Он нанес тебе атаку, но промахнулся. А у тебя сколько было? Не скажу. Меньше 5? Не, Это тоже увидит на камере. Что ж, а теперь... критическая неудача там была. Смотрите. Ходит Ярадрель, Димитрос, Джин и Редбулион. Да, конечно, идея взять маленький меч двумя руками А не я лучше, щас но назад разъебу. пути нет. Ярадрель, а ты смотришь все это время через свой кристалл на окружение? Конечно. А что там? Так вот. Кинь, пожалуйста, проницательность по мудрости. 1? Боже. У тебя 1. Перекидывай кристалл. Перекидывай. Вообще что, я зал, не собирался перекинем кидать, этот? это какая-то подстава. Перекидывай, давай сюда. 9, по-моему. 9. Конечно, я попросил тебе эту проверку для того, чтобы заметить, как кто-то встрепенулся, когда атаковали короля. И достаточно удачно. Ну что ж, тогда, если вы походили, дальше ходит Славик. Так, я хочу использовать способность. Так. Боевой рев, наверное. Да. За ресурс пройти проверку силы против мудрости врага. В случае успеха он дезориентирован и получает дополнительный урон 1d6 от твоих атак на 3 раунда. О, это неплохо. Покажи нам рев. А, Ну, это какой-то такой рев. Ревушек такой. Это нормально уже. Это нормально было. Да. Ну ладно, получше, да. Что ж, тогда тебе необходимо сделать проверку, как там написано. Я его... Это невозможно. 3. У тебя 3, но я кидаю против тебя свою мудрость. Давай как в прошлый раз. Вы драться-то можете? Не особо, но мы вас... Говорит тебе мужчина. Услышав твой боевой рев. Тогда продолжим. И он наносит тебе атаку. С преимуществом по какой-то причине. Ебать. Прямо сейчас он замахивается своим мечом по тебе. И несмотря на то, что ты огромная для него цель, лезвие проходит мимо сердца, в которое он метил тычком. Ты непостижимым для нас всех образом уходишь в сторону. А он удивленно оказывается с противоположной стороны от твоей атаки. Ха, вы классно двигаетесь. Какой ловкий тролль. Какой ловкий тролль. Ты еще, блядь, давай. ты еще массаж эльфийки не А видел. теперь вы ходите четвером. Но лично я хочу подойти к тому мужчине, который задергался, когда ударили короля, и спросить, кто он такой. Но у тебя нет же волшебного Пусть кристалла. эльфийка подходит. Она мне отдаст. Ты отдашь Конечно, мне? держи вот кому. Спасибо. Вот такой. Вот, смотри. Да, хорошо. И я пошел узнать у него, как у него дела, и что вообще он так волнуется. В нескольких одеждах оказывается девушка, а не мужчина. И она задергалась. Это по-настоящему так. Через кристалл ты можешь рассмотреть, как она внимательно и пристально следит за каждым движением своего кумира. И это отнюдь не тролль. 19 в сумме у тебя получается. Отлично! Каждый раз, когда промахивается король и попадает тролль по ее возлюбленному, а ты это прекрасно понимаешь, она дергается, и несмотря на то, что в принципе король бессмертен, каждый раз она пугается любого увечья, которое он получает, и переживает за него. А можно спросить у нее, почему? Спрашивай. Почему? Что, почему? Почему ты пугаешься, когда его хитуют? Ничего я не пугаюсь, она вертит свой локон. Не пизди. С чего бы я вдруг должна вам говорить правду? А с чего нет? А почему да? Ты же бессмертная. И он бессмертен. Ну и чего ты пугаешься? Ничего, он и вас убьет. Окей. Хороший диалог. Спасибо. Спасибо, Тарантино, за наши диалоги. Смотри, для того, чтобы ее разговорить, тебе необходимо, наверное, обратиться к ее каким-то рычагам, идеям. Почему она должна тебе говорить? Убить Она, ее. скорее всего, его Слушайте, любит. а Ну давайте да, мне да, ресурс по-любому ебануть, вопрос я какой-то. сплетник юзану еще раз. Давай. Я, короче, использую ресурс, Так. юзаю свою способность. У меня один ресурс как раз. Сплетник за ресурс, узнай непристойный секрет оппонента. Только мы узнаем секрет вот у нее, у кого он, с кем он разговаривает. Ага, непристойный секрет. Да. Это его любовница и наложница. Она бесконечно его любит.
И хотела бы, чтобы он жил, несмотря на то, что он выбрал уже давно смерть. И она не знает, как вернуть его обратно на верный путь. А она типа не бессмертная? Она также бессмертна из-за него, из-за его проклятия. Так они могут кайфовать вообще. То есть она тупая, Но- и она желает бессмертному не умирать. Но есть одна проблема. Сам король не испытывает никакого удовольствия от этой нежизни. Славик, твой ход. Я ничего не могу сделать, кроме как дубинкой его ударить. Тогда дубинку нужно взять в две руки. Нет, в одну. Ну, в одну руку такую огромную дубинку в виде дерева вряд ли можно Так взять. вот, у меня чувак на картинке держит дубинку вот так. Ну хорошо, тогда раз на картинке он держит, тогда можно и одной. Аргумент. Но он как на картинке бьет. Хорошо. Вот, видишь, дубинку держит, как большая. Смотри, Сань. Ну ладно. Метровая. Красиво, да. Че, король, я тебе даю 1000 с дубинки. Давай, D20 кубик, атака. 4. 4 плюс твоя атака 4 в сумме 8, и это промах. К сожалению, ты не попадаешь по королю. Слава богу, что я не попал. А король Он пытается просто так ударить бьет. тебя в Вот этот вообще момент. непонятно. Если кубик не летит, такое бывает. Это ужасная игра на самом деле. Сейчас все будет. Король промахивается изысканным ударом мимо тебя, несмотря на то, что он метил тебе в сухожилие твоих ног. Король тоже кривой, Она что ли? строит. Да, король тоже кривой. И он спрашивает тебя, может быть, вы задержитесь на секундочку и дадите мне пару уроков? И улыбается. А вы можете просто ебашиться так? Не-не-не, просто порофлите там, я не знаю. А девушка продолжает смотреть на тебя удивленными глазами. Так, ладно, есть вопросик. Почему вообще она и вообще все остальные приходят и смотрят на бои? Я лично хочу только одного. Счастливой жизни с этим королем. Как мы можем тебе помочь, чтобы была счастливая жизнь? Не знаю. Он давно потерял всякую веру в жизнь Надежда. и надежду. А если королеву убить? Она давно мертва? Получается, ты не любовница, ты королева? Нет, наши отношения не оформлены официально. Так давайте брак забудем. А вы ЗАГС? Да. Конечно. Лично я учился в обсерватории, я умею принимать и роды, и делать браки. Я думаю, надо их женить. Уважаемые мы друзья, только что- дайте, пожалуйста, кристалл этим дорогим друзьям за то, что их надо женить. То есть мы только что его Алхимик, ты просто... молодец, ты догадался. А, вот и кольцо, да? Мы то- Короче, мы делаем 2 кольца. Один есть с брюликом. А так я не сделаю. Ты Это же сделаешь- не зелье. Делай похуй. Не похуй, ты алхимик. Ну да, ты же там Ну, командир мастер на все сказал, руки. как бы Так выбрали. возьми Мастер на эту все пробку руки. от шампанского, закрути, я хуй знаю. Бля, ну давай. Все, ты делаешь 2 кольца, я вставляю этот бриллиант, и мы проводим ритуал А бракосочетания. у тебя есть очки? Они Ты же сейчас можешь- сломаны. Ну, ты можешь выдавить нахуй А, стекла я- и взять, сделать 2 кольца из очков. Но это будет на большие пальцы. Мне очки нужны для Ну да. зелья варенья. Вам понадобится потратить ресурс для того, чтобы сделать. А, дайте ресурс. А, могут мне передать ресурс? С листа персонажа нет, но камень, да. Ну, короче, мы его тратим. У нас Все, нет потерялся, ресурса. все, Он нет потерял его. свой пистолет. Я нашел его, все нормально. Ну, все, и ты его потратил. Я провожу обряд бракосочетания. Ну что ж, проведи его и расскажи, как это происходит. Как зовут принцессу? Ну, эту служанку. Жасмин. Жасмин, готова ли ты быть в радости и в грусти со своим... Как его зовут? Деду. Королем. Брыскинг. Со своим королем. Она кивает. Да. Многоуважаемый бессмертный мистер, готовы ли вы хранить верность, честность и благоразумие рядом со своей супругой? Ты знаешь, говорит тебе мужчина, я был бы рад, но я хочу умереть. Блять, Эмма. Да, нет. Я бы очень хотел. Ну все, хорошо. Объявляю вас мужем и женой. Подождите, но я же не сказал «да». Меня Ты же... очень хотел, желание превыше всего, да. Я объявляю вас мужем и женой. И Славик наносит еще 1000 мультян. И вторую, блядь. Я ставлю печать, и вы официально муж и жена. Он кивает, смотрит на нее, она обнимает мужчину своей мечты. И тут Славик с мечом. Как шашлыках в двоих. Хуяк. Вы теперь вместе, Сосать. вместе навсегда. Блядь, тебе надо было сказать, готова ли ты быть в радости и там счастье со своим королем. Сосала? Король поворачивается к тебе, жрец, смотрит пристально.
А может быть, ты и прав. Может быть, я искал счастье или упокоение не в том. Скорее всего, мужик, ну, если нихуя не помогает. Как тебя зовут? Меня зовут... Red Bull. Ред Булион меня зовут. Спасибо за подаренную любовь. Ты словно бы окрыляешь. Да, без проблем, обращайся. Из ниоткуда рядом с ними появляется кристалл. Как только они надевают 2 кольца, созданные алхимиком. Настоящее золото из ничего. Представляешь себе? Нет. И я тоже. Но тем не менее у них настоящие золотые кольца. А вы получаете последнюю печать харизмы. Поздравляю, герои! И все эти призраки на ваших глазах исчезают, словно бы тухнет костер. Их словно бы и никогда здесь не было. Теперь вы просто стоите в старых руинах. Так, Славик, меч ставь обратно нахуй. Нет. Мы больше его не брали. Бля, пацаны, 21 век, вот эта хуйня уже сколько будет длиться? Мой народ угнетается. Короче, давайте так. Все отдавайте мне свои печати. Я тебе отдаю свою печать. Я тебе Какую? тоже. Блин, я думал, будет концовка, что 3 человека улетают на драконе на турнир, а один идет по песку и от обезвоживания вот так вот умирает в песке. Ну что, тогда все печати у тебя. Что ты делаешь? Я их ломаю нахуй. Золотистые искры разлетаются из печати и исчезают где-то в высоте. Колоссальное количество магической энергии исходит из них, а твои оковы спадают с твоих рук, Джин. Ебать! А. Бля, можно массаж? Ну что ж, поздравляю тебя, Джин Тоник. Я так заебался, я не могу нормально финики кушать. Меня звали, короче, представляете, миллионы лет здесь живу. Типы приходят из соседних оазисов, говорят, пойдем, у нас там хоровод. Я говорю, ебанутые? Не могу. Теперь могу. Круто. Спасибо, что освободили. Так, значит, я бужу дракона. Каким образом? Мы идем к дракону, я по дороге говорю, вы, кстати, могли не проходить всю эту хуйню, просто разбудить его и все. Я обхожу, так пинаю его по ноге, говорю, вставай, вставай, говорит, ее. Дракон по какой-то причине не встает. Встает. Надо сильнее пнуть. Нет, он не просыпается. Есть в этой жизни действия, которые придумываем не мы, но они как негласные законы. Это не я придумал, это было веками. Вы прошли очень ярко сегодняшнее испытание, вы прям все свои умения, всю свою силу вложили и всю свою дружбу. Но, кажется, не хватало кринжа. А потому, чтобы разбудить дракона, вам надо последнее испытание пройти, это проявить командный дух. Вам нужно взяться за руки, доказав тем самым, что вы настоящая команда, и крикнуть Team Spirit. Я думаю, то, что ты это Да сказал, нахуй это надо, уже короче. достаточно кринжа. Ну да. Поэтому дракон проснулся. К сожалению, этого кринжа недостаточно. Ты постарался. Нужно больше кринжа. Видишь, а я постарался еще нагнать это. Знаю, меня чуть зверолист или кто-то мне им кринжа не хватает. Все, давайте беремся за руки. А, ну ладно, давай не будем Блять, мне скрывать тоже вас. надо? Ну да, ты с нами теперь. Ты нас в чате. Это для детей 12-летних мы завершаем выпуск. Ну что ж, все Спокойной вместе. 3, 4. Team Spirit. Отлично, дракон открывает Мы на свои лобном месте, глаза нахуй. и не верит, что вы все живы. Поздравляю вас, герои, вы прошли приключения. Вы молодцы. Через несколько мгновений огромный дракон, величайшее магическое существо, взмахивает своими крыльями, и вы направляетесь в Риад. Поздравляю, герои! Ребят, как видите, играть в любую игру — это стресс. А пацаны это делают не за себя. Они делают это за вас, за Сашку. Следите за соревнованием в Эр-Рияде, поддерживайте Team Spirit, иначе вас либо отравят нахуй, либо запиздят, вам сделают массаж до смерти, либо поженят вас с тем, на ком вы не хотите жениться. Болейте за Team Spirit. Не рушьте себе судьбу, ребят.